Русский сильный народ. В этом вы можете убедиться, повидав того каторжника, который пытался удрать с галеры. Наша беседа слишком затянулась, и я не жду от нее никакой пользы. Вам же я рекомендую не торопиться делать свои выводы. Делать выводы и принимать решения может только Его Величество. Запомните это, иначе дорого заплатите. Совет согласен выслушать вас. Говорите о слабых сторонах русского войска. Только это спасет вашу репутацию. Сын мой, вы крайне неосторожны. Вы уехали из одной Швеции, а вернулись в другую. Его Величество постоянно слышит о себе, что он Александр Македонский, шведский, что он викинг. Вы напрасно смеетесь. Сын мой, провидение всегда сопутствует молодому королю. Какую бы нелепость он не затеял. Этот неуч. Король Карл храбр. Он оценит смелость. А я привык рисковать. Кто лучше меня знает Московию? Слишком страшен риск в нашем добром королевстве. Я прошу вас, будьте осторожны. Ваши надежды на короля обманчивы. Он весь ложь. Вокруг него льстецы. Вот, кстати, его главные советники по России. Они служили царю Петру, а под Нарвой переметнулись к нам. И Его Величество доверяет этим господам? Вполне. Вот этот полковник Джеймс. Он под Нарвой первым нашел короля. Отдал ему свою шпагу и сказал величайшему из полководцев от его верного раба. Я видел его майором в Архангельске. Почти те же слова он говорил царю Петру. Совет, если сочтет нужным, скроет ваши слова от короля. Он способен на все. Мне пора. Я изменник. Королевский прокурор сказал, что я куплен московитами, и что это голос не шведского офицера, а голос русского золота. И ты смолчал? Я был спокоен, им не удалось смутить меня. Я сказал им, что я не подкупен. И прошу помнить, что Россия не такая жалкая страна, какой ее хотят представить полковник Джеймс и королевский прокурор. Жестокие испытания, вот что ждет наше королевство, сказал я. И совет? Граф Пипер, глядя на меня, сказал, что совет обсудит мое сообщение и примет решение. Они меня выставили за дверь. Вашу шпагу.
Возьмите. А мое прошение? Ответа нет. Вы, наверное, забыли написать, что преувеличивали силы московитов. Я написал. Ваше прошение могло не дойти до короля. Его Величество сражается вдали от Родины. За бесчестие особы короля и за восхваление врага государственный преступник, который прежде именовался Ларс фон Тейнесом, приговорен дважды к смертной казни. Он обратился к его величеству королю с просьбой о помиловании. Всемилостивейший король, учитывая раскаяние преступника, повелел подвергнуть его гражданской казни и, лишив офицерского звания, дворянства, имущества, фамилии и имени, сослать на вечные времена каторжанинам в галерный флот, дабы постоянным трудом мог он искупить свои грехи перед Богом и преступления перед королем. Эй, парень! Слышь, капитан на борту? На борту. А для чего он тебе нужен, капитан? Здорово тебя разукрасили. Скажи, кому надо. Щербатова казнили. Да я не обознался. Семен, что ли? А ну, отдай цедульку. Дай. Пес хотел вытащить у меня нож, я им беседовал. Он меня сушить хотел. Кто это? Не обращайте внимания, барон, с ним иначе нельзя. Нет деятельности более опасной, чем ваше служение короне вдали от Швеции. Да, это так. Что с Шаурмой, Я наказал новенького. Того, помните? который угрожал мне, будучи премьер-лейтенантом? Того самого. Он озверел, бросается на людей. Вы что, не знаете, как поступают в подобных случаях? Все сделано как нужно, Гарри капитан.
ему знает? Наделал бы делов в Стокгольме. А, грамота тарабарская, которую не знает ни в жизни, не поймет. Воды. Поднеси ему. Человек все же, не собака. Собака того не сделает, чего он хотел. Томаши, Соши, Гилеор, Ирюк, Нупти. Как оно там получится? Букища. Доброцей. Корабли числом 7, пушки числом 110. Некогда, некогда! После придешь. Ты вот чего, Сильвестр Петрович, может, позабыл ты. Нам веры давать не велено. Мы здесь в Архангельске не по своему хотению. А? Я к тому, господин капитан-командор, что доверчив ты со мной. Вот прочел тайную грамоту, беседуешь почасту. Как бы за сие не было самого верху остуды. Ведь мы, стрельцы, непрощенные, мы за грехи сосланные. Вздор несешь, Семен Борисович. Ты, слава богу, и под Азовом бился, и под Нарвой. Как же мне тебя стеречься, коль ты живота своего не щадил? Пошли к беглецу. Легче тебе, Никифор? А как и было. Не лучше и не хуже. Да ты садись, господин. Садись, буду далее сказывать. Оживешь еще. Нет, господин. Видать, пора мне. Слушай. Тяжко тебе, я чаю. Не пни корчевать. Заковали меня. Отправили под землю. На железные рудники. Там и встретился я в первый раз с русскими, с полонянниками. Там и дружка себе нашел. Саньку. Курской он. Стрелецкого полка солдат. С ним крест целовали, что уйдем. Жить так не станем. С ним и на галеры попали. Тут ты услышал про Архангельск? Нет. Ранее. От галерных рабов с фрегата. Тот фрегат оснащали идти Архангельск воевать. В гавани Улиаборг случился на нашей галере пожар. Нас расковали. Тушить. Мы за борт. Многих побили. Саньку моего тоже. Помер он. На другой день. Утром. Помирая,
Грамотку он мне передал. Я про эти грамотки ранее слыхивал, но видеть не доводилось. Похоронил Саньку? Похоронил, господин. В лугу камнями заложил. И пошел странником. Монаху Соловецкой обители открылся. Дали мне баркас. Сюда привезли. Чего больно весел? Посмотрел на вас, да на себя. Один вот на деревяшке, другой с палкой. Ничто. Шведа одолеем, палку брошу. Какой недосуг на погост понесу. Матери Афроской тебе упокой. Ножичком тепло и головочке добро. Баю-бай. Чего поешь-то, дури голова? А ты меня не учи. Намучился народ, Сильвестр Петрович. Покормить бы получше, что ли? А где харчей-то взять? Рыбари в море не ходят. Народ на работы согнан. По всей округе не пахано, не сеяно. То так, да вор на воре сидит. Вешать будем. Головы рубить ворам. Нам нынче не до шуток, мы... За что? За что? Тут-то за что, Машенька? Я им разоритель. Я им обидчик. Гоню настроение Адели. Люди мрут, кормить нечем. Сколько горя нестерпимого приношу. Что теперь делать-то будем? Трудникам обидчик, ворам обидчик. Воровать не даю, грожу виселицей. Кабы знать, кто метнул, все легче было бы. Не чини обиду, князюшка. Скушай, курочку. Потом. Князь, пожалуйте ручку, княгиня. Сожалею, что не застал вашу болезнь в самом начале, но и надеюсь оказать вам некоторую помощь. Тем более, что в округе нашей, кажется, нынче не сыскать ученый лекарь. Был один. Выгнали. Женился они своим делом. Я очень рад, что ты прибыл. А то ведь сейчас все бегут, иноземцы.
Что? Не вдомек тебе? Да что? Не ведаешь? Да что я могу ведать? Я бедный лекарь. Король шведский нас воевать собрался. Вот. А меня всей семьей грозится повесить. Кыш ты, проклятая! Нынче вся Европа боится шведа. Мои соотечественники датчане и не надеются победить Карла. Прошу вас, не пишите. Ранее думали, не придет, а нынче получили грамоту из Стокгольма от верного человека. Грамоту? Да. Ту грамоту привез беглый от шведов галерный раб. Вам, князь воевода, надлежит лечь в постель и не думать ничего печального, ибо от черных мыслей происходит сгущение в жилах. Я приготовлю специальный бальзам. Уходишь уже? Дела, князь, дела. Я слышал, что в крепости скопилось много работных людей. Живут в грязи, где грязь, там полезнее. Князь, надлежит проверить здоровье работных людей. Я могу считать, что это от вас поручение. Проверяй. Только не забудь ко мне наведываться. Как можно, князь? Как можно, князь? Вы мой первый больной, князь. То-то. Значит, вы будете вместо Герри Дес Фонтейниса? Да, я буду заменять его во всем. Фонтейниса заменить трудно. Ничего, я постараюсь. Цел ли список тех русских, которые должны быть уничтожены первыми? Цел. В нем лишь те, кто не покорится короне даже под страхом смерти. Кто же? Капитан-командор Ивлев, капитан Крыков, унтер-лейтенант Пустобойтов, корабельный мастер Тимофей Кочнев, еще стрелецкий голова, офицеры... Имеется ли тайный знак для своих домов, дабы при грабеже не пострадало имущество верных короне? Знак имеется. Имеется и тайное слово. Хорошо. Сколько кораблей строится на верфях Архангельска? 6 больших. На Вавчуге строят еще 4. Угу. Оружие у вас есть? Пистолеты, ножи, порох. Здесь в кирхе имеем 2 пушки. На пушечном дворе мастером наш друг, англичанин Рипли. Он постарается, чтобы московиты не смогли ни разу выстрелить. Кто командует стрельцами? Семен Ружанский, Герри. Его можно купить? Ни его, ни Ивлева, ни Крыкова купить нельзя. У вас есть свой человек в цитадели? Есть, но он напуган и держится крайне осторожно. До сего дня мы не можем добиться от него чертежей. Чего это он так осторожен? Московитов насторожили сведения, добытые в Стокгольме. Это им не поможет. Войска короля уничтожат город в любом случае. Победа нам предопределена самим провидением. Если мы будем во все наши дела вмешивать провидение, то думать нам не понадобится. А победить русских без великих раздумий не удастся. Что вы предлагаете? Найти способ хитростью без боя войти в Двину и овладеть городом. Я вижу, вы не рассчитываете на мощь флота Его Величества. Я знаю, как готовятся к сражению русские. Хорошо. Значит, ваши взгляды оставьте при себе. А план Новодвинской крепости должен быть у меня на столе через 2 дня. Надеюсь, ясно? Поручик Миханошин бродячих мужиков пригнал, душ 20.
Сильвеструшка одел бы панцирь. Да от кого панцирь-то? От лихих людей вестимо. Да не лихие они, горькие. Все ли? Может, есть и лихие на белом свете? Разные есть, разные, Сильвестр Петрович. Да куда более горьких на свете мается. Нелегкое дело совладать с этим зверьем. У нас на Волге братец их с собаками травит. Ну что твой братец на Волге делает, тому Бог судья. А здесь, слава Богу, не тебе порядки наводить. Ну, поели ты, господин капитан, сам низкого рода, том же, как и хлопочешь. Довольно вздор молоть, поручик. И впредь без моего указа ловлей людей не заниматься. Опять вырядился, словно девка. Офицер ты или обезьяна? Вот что, мужики. Кто вы, от чего по лесам хоронитесь, знать не желаю. Одно приказываю. Всем, кто на ногах, становиться работать. Есть такие, что ремесла знают. Каменщики, плотники. Что с ними растобаривать? Сыпать как следует, так шелковыми поделаются. Встретимся, попомнишь сии слова. Разрешите мне, господин капитан-командор. Я сделаю тихо, все как надо. Только уберите поручика от греха подальше. Иди отдыхай. Ты свое уже сделал. Делай, как скажу. От Маркова острова до цитадели станем двину цепями перегораживать. Сбирай артель, все, кто твои. Харчи казенные воеводским людям, хода туда нет. Делай по-доброму, понял? Тут, почитай, все свои. Ладно, разговор тебе больно. Делай, как сказано, а то с рваными ноздрями отсюда уйдешь. Покормить бы их. Можно, а можно и голодными наладить. Люди у нас долго не живут, господин капитан-командор. Один помрет, другого приведут, другой помрет, третьего волокут. Полный капитан. Думай о сем поменее. Наше дело воинское, наша забота присяга. Далее не гляжу. Ой, на крепость не гляди, оскоромишься. Да как ты смеешь, пес? Кажется, будешь обратно повернем. Зачем пожаловали? В цитадели много нетушных. По-крестьянски надо помочь человеку по имени Никифор. Князь воевода велел. А ведомо ли вам, что посещение крепости строжайше запрещено? Вы офицер. Вам известно, что такое приказ. Князь воевода велел. В чем дело? Вот, господин капитан-командор, в крепость норовит. Сам князь воевода велел, к вашей милости. Я здесь начальник. Князь воевода! Начальник над нами! А ну-ка, ребята, посадите-ка его в карбас. Ты с ума сошли? Что вы осмели? Вы... Я не позволю... Нравы московитов! Это невозможно! Это не мы! Ходит слух, будто иноземцы с воеводой взялись всех русских извести. Не всякому слуху верь. Народ зря не скажет, Сильвестр Петрович. Говорят, воевод нарочно рыбарей в море не пускает. А чем кормиться? Государевым именем выкликает указ в море не бывать под страхом кнута и петли. Петли? Сам слышал, Сильвестр Петрович. Своими ушами. Азов проклятый. С тех пор он такую власть забрал с Азова. Да, вовсе житья не стало. С бани по рублю и 7 алтын дерут. Точение топора гривна, а коли сам топор заточишь, батаги. Казну, дескать, обокрал. В море никого не пускают, а ладейные по 3 рубля со снасти дерут. Весело живем. Да уж чего, веселей.
Быстрей пошевеливайся! Быстрей! Я недоволен. Я крайне недоволен. Мы разучились молчать, черт возьми, мы болтливы, как женщина. Весь Стокгольм знает о нашей экспедиции. Всем известно, что мы ищем шхиперов, знающих фарватер Двины. Надо полагать, что и московиты проведали о наших планах. Я собрал вас, дабы уведомить, экспедиция в Архангельск отменяется. Отменяется. Все, кто принимал участие в ее подготовке, могут получить свои деньги и идти путем, который им подскажут разум и воля Божья. Это все, господа. Впрочем, желающие могут остаться на кораблях. Эскадра пойдет истреблять китов. Старый пират выжил из ума. Если он не верит нам, пусть ищет себе других офицеров. Поскорее пить, потому что отмыть нельзя. Погода благоприятствует нам, герр Шкипер. Тем хуже для китов. Налей-ка, старуха, скорее налей. Фи-фа-ля-ла-ла, фи-фа-ля-ла-ла. Я, кажется, где-то ее слышал. Это старая пиратская песня. Ну! Вот и Копенгаген. А? Кого надо? Господина Измайлова. Господин посол не принимает в эти часы. Я из Стокгольма, меня зовут Якоб. Я рад.
Очень рад. Не чаял живым увидеть. Покажись. Молод. Я думал, старше. Действовал разумно, как муж умудренный. Говорил о тебе государю. Велено сказать спасибо за службу. Я не для этого. Ведаю. Садись. Подать ужин. Еще свечей. Мне пора на корабль. Вина. Великую службу сослужил ты Отечеству. Великую. Грамот тарабарских я получил от тебя более 10. Слава великая. Слава павшим. Имена их знаешь ли? Нет. Ни единого имени не ведаю, кроме того, которому голову отрубили. Щербатый, слышал. Пытали его? Тяжко. Тебя он знал, кто ты есть? Знал хорошо. Он был первым из русских пленных, которого я увидел. Ты ведал, что рискуешь жизнью? Понимал. А России никогда не видел. Не видел, господин. Но слова отца, услышанные еще в Колыване, помню хорошо. Все силы положить, но вернуться в Россию. Ты из Ревеля? Да. Эст? Как же ты на эскадру попал? Офицеры совсегдатай нашего трактира устроили помощником к адмиральскому буфетчику. В Стокгольме я оставаться более не мог. А подозрения... Что это за напиток? Не знаешь? Нет. Это мед. Старое доброе русское питье. Хорош? Хорош. Когда вернешься в Россию, будь осторожен с ним. Многим этот мед развязывал языки и чинил беду. Что ж тебе Щербатый рассказывал о Руси? Везде по-своему хорошо и по-своему худо, господин. Но не было для меня жизни тут. Думал, уже ли всего и предназначено мне судьбой лишь угождать трактирщику да загулявшим матросам? То справедливо, хоть и туманно. Слушай внимательно. Попадешь в Архангельск, ищи капитан-командора Иевлева. То мне добрый приятель. Узнает тебя по моим письмам. Завтра провожу эскадру и курьера отправлю к Сильвестру Петровичу. Дескать, готовьте достойную встречу. Стража разъезжается. Значит, шведы на корабле ушли. Весь город поднялся. Не любят датчане своих победителей. Открыто говорят, завязнуть бы проклятым в Москве с их кораблями. Одна эскадра шведская Виктории не определить? Не определит, но вдохновит к последующему. Это понимать надобно. По нынешний день мы шведы не бивали. Если эскадру разгромят, первая будет для них конфузия. Понимаешь, что сие означает? А тебе еще спасибо. Яков, как тебя по батюшке величают? Федор. То-то, Яков Федорович.
И не обижайся, если Русь тебя пальбой встретит. Сей шум — салют благородству твоему и храбрости. Ну, давай попрощаемся по-русски. Небось забыл как, обосурманился. Нехорошо тебе последним на корабль приходить. Вот что. Ты помощник буфетчика. Прояви-ка, братец, догадку. Снеси как бы презент. Икру снесешь. Они, шведы, ее весьма почитают. А ты как бы отыскивал ее для адмирала. Все гладко и сойдет. Ну, с Богом. Наш государь, да продлит Господь его дни, повелел мне прочесть вам его приказ. Вам, мои офицеры и матросы, дарую город Архангельск с его гостиным двором, с его складами и амбарами, с его храмами и часовнями, с домами обывательскими и казенными, на полное разграбление сроком на 3 суток. Слава королю шведов! Слава королю Карлу! Все корабли русские, настроенные, приказываю гнать в Стокгольм. Все корабли недостроенные предать огню, после чего поджечь город Архангельск и не покидать пожарища, покуда от города не останутся одни уголья, дабы сим навеки лишить брата моего, царя Петра, места, где бы он мог строить и оснащать корабли. Слава! 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 Ну, чего там? Когда вас чертей выучишь окуляр протирать? Иди! Сидит низко, сильно нагружен. Постройки не здешней. И люди одеты не по-рыбацки. Не наша. И то вижу, не наша. Да и не свейская. Что ж, свейский воинский человек пойдет нас одной ладьей воевать? Не пойдет. Да и люди-то вроде не наши. И мать их надо, там разберемся. Давай, стрели! Огонь! Ну, бьет! Аж на вышка закачалась. Закачалась? Пороху сыпь меньше, сколько там говорено? Ворочаются они. Лихо. Лодя не наша, а ходит по-нашему. Да. Не догнать на Карбасе-то. Упустили мы их, капрал. Спехом догонять вдоль моря! Выследить, куда идут! Догоните, награжу, упустите, выпалю! На! Упустили? Садись. Садись, господин капитан. В другой раз упустишь, за все сразу ответишь.
О кораблях пойдет разговор. Для того и собрал вас нынче, господа совет. Ежели шведы ворвутся, флоту нашему погибель. Чего предлагаешь, Сильвестр Петрович? Увести корабли, спрятать. Корабли не иголка, не спрячешь. Спрячешь, швед все равно прознает. Казна-то не бездонная, я чаю, Осип Андреевич. А? Чего? Знаю я, чего ты мыслишь. Спалит швед корабли, невелика беда. Новые соорудим. Другие спалит, еще построим. А мне с каждого корабля от казны прибыток. Так? Ну а как же? Корабли труда великого стоят. Немало народу ногами вперед вынесли. А ты о прибытке своем печешься. Народ. Великое дело народ. Бабы еще рожать не разучились. Будет народ. Ну а что до казны, господин капитан-командор? То мы казне помогаем. Не чужие люди, сочтемся. Только вы, воинские люди, не выдайте. А мы в долгу не останемся. Пойдем торговать повсюду. С самим Петром Алексеевичем о том договорились. Задавим товаром, собьем цены. Наша будет торговля. Попомнят, как мы им кланялись. А позже помиритесь. Все вы одним миром мазаны. Это как же? Аль не русский я? Ты, мужик, говори, да не заговаривайся. Русский ты или нет, оно еще неизвестно, господин Баженин. Не помню, чтоб ты нашего брата от иноземного кнута защитил в те поры, когда корабли строили. Не на торге! Сядь, господин Баженин. Да и ты, боцман того, потише. Господин капитан-командор! Я доставил шпиона! Сей пес в мое отсутствие пытался с чертежа в записную книжку перенести расположение пушек. Вот вся книжка. Покуда вы все свободны, господа совет. Кто велел сие сделать? Его нет. Он уехал и не вернулся. Лекарь дес Фонтейнес? Да. Кому должен передать чертеж? Я почти ничего не передал из записной книжки. Кому передать? Говори или убью на месте! Я очень мало передал, но почти ничего. Иди, Егор, я один управлюсь. Говори все без обману. Ну! Еще тогда, в те времена, собирался в Варварскую Московию. Еще тогда мои близкие не советовали. Они говорили... Мужики! Сядь, на кого-то и спей. Чудом не убил. Чудом. Варварская Московия. За то, что кафтаны иные, иди мне по-ихнему. Ну, успокойся. И кто варварами обзывает? Шпион! Ты сиди же ты. Афанасий Петрович, вдвойне отберечься против прежнего, иначе погибель. Венецианин сознался, прежний лекарь был у них за начального человека. Давеча я нового выгнал. Страшно не верить, а надо. Как жить? Как жить-то будем? Те, что давеча были. И куда их носило? Не наши. Кафтаны кургузы. Либо Норвегии, либо еще какие немцы. Что за народ? А, рыбари здешние, морские старатели. На острове где зимовали. Говорят, будто в городе Архангельском их каждая собака знает. Да поди брешут. Что им дадут остров? Не велено, не фиш!
Ишь ты, выходит, и верно дома. О, каков в мундире. Ну, здоровье, говорище. Семейство мое как? Семейство-то? Ну да. Поздоровали, Таисия Антиповна, да сын мой. Поздоров, поздорову. Сиротка твой здоров, и Таисия Антиповна вдова. Ну, ишь, какая она вдова при живом-то муже. Иванят, небось, не сирота, коли я тут. Для нее он вырос. Дядечка, мы уж и не чаяли. Ничего, живой. Многих схоронил за 4 года, а сам живой. Не берет меня море. А вы, глядь, в поминание меня записали. Записали. Слышь, Дмитрий, может, от того и живой, а? Боговы шуточки. Все-то вы суесловите, дядечка. Раз Бог шует, грех и думать так. Ничего ты отмолишь, молельщик. Гляди, мы тоже ныне с бородой. А чего вы давеча скрылись-то? Да знаем, дьяков да ярык наших. В Карбасе товар был, да не про их честь. Спрятали? Спрятал, Егорушка. Ну, мое дело сторона. Как бы только собака поручик Механошин не пронюхал. Потащит на съезжую, не отшутишься. Как же ему разведать-то? Он драгун по берегу за вами посылал. Что с ними делать-то? Пусть к берегу идут. Лодьей? Нет, лодьей не дойти. Пешком. Да разве ж им в сих кафтанах дойти? Да с бородищами, да без знаков бородовых. На первой рогатке схватить. Давеча к норвегам заглядывали. Говорят, на Руси, дескать, за бороды деньги берут. А? Берут, то правда. А что война у нас, тоже правда? Тоже. За сих людей я в ответе. Седлай коня, провожу их. Местно вспоминает, дядечка. Вон караулка, где вы с Таисией Антиповной после свадьбы проживали. Эх, как не вспоминать, Дмитрий. А я вот думаю, был ли такой раз, чтоб из моря вынулись и беда на берегу не ждала, а? Кажись, не было. А то-то, от чего так? За грехи наши молились бы. Ты, что ли, мало молишься? Нет, брат, не то лихо, что мало молимся. Тут другое лихо. Который пытался уйти воровским образом? Конвой ихний, послушание именем. Послушание? Матросы вышли на перерез, остановили. Шумно было? 6 выстрелов холостых, невелик шум. С всего конвоя моим именем снять все пушки. Коли иноземцам не по нраву, будет вязать команду. А те пушки расположить на берегу по всему каменному городу. Сделаем, господин капитан-командор. Слушаю вас, сэр. Выполняя обязанности торгового консула, я уполномочен шхиперами просить капитан-командора позволить кораблям вернуться на родину. Россияне берегутся шведа. Торга в сем году, конечно, не будет. Помнит ли господин консул некоего негацианта Уркварта? Помню, конечно, помню. Добрый, веселый человек, мы были хорошими друзьями. Шхипер Уркварт бывал здесь как добрый друг. Он знает фарватер, знает город, у него есть здесь знакомые. Вот он и собрался снова сюда. А для сего принял команду над одним из шведских кораблей, которые должны разорить Архангельск.
Скорблю, сэр. Но выпустить корабельщиков не могу. Лишен возможности доверять. Так-то вот, господа мореплаватели и негацианты. А теперь к делу, господа. Я хочу предложить вам выгодную сделку. Предлагаю за приличное вознаграждение одолжить до времени ваши пушки и пороховые заряды к городу Архангельску. Если до полудня не сдадите добровольно, мы возьмем силы и безденежно. Один из ваших кораблей уже пытался тайно уйти. Отчего того же не ждать от всех? Жду ответа. Давай! Снимай пушки! Сначала здесь, а после на других кораблях! Живо ворочайся! Чего ты не видишь, мельницу ставлю. Ты крылья-то повороти, а то не вертеться не будут. Мамка, ты где? Ушла. Куда? Кусты поделала, да ушла. В церковь или еще куда. А дядька твой где? В море потонул, вот где. Не потонул я, дитятку. Не врешь? А ты насовсем? Мучились. Худо-то было. Было. А мамка как? Плачет? Плачет. Слушай, давай мы баньку с тобой натопим, а? Уж сколько годков я доброй баньки-то не ведывал. Давай. Тятя! Тятя, тут все твое. Кафтан праздничный, бузрунка, фуфайка. А еще что? Мамка говорила, вырастешь большой, жениться станешь. Отдам, а я жениться не буду. С чего так? Да ну их, баб, в море пойду, а не выть.
Крыков, капрал, бывает к вам? Капитан, он теперь шпага вон какая. А бывает, почитай, что завсегда. Ишь ты, капитан. Ну да ладно. Пойдем-ка, брат, попаримся. Здорово, трудники. Здорово. А коньку бы? Чего воров-то нет? Испужались нашего брата? Да, видать, испужались. Тебя за что ноздри оторвали? А ты, господин, не спрашивай, кто да за что, ни к чему. Пойдем лучше смотреть, как вертлюги поделаны. Ну вот. Ловко сделано. Кто ставил? Федосей! Ого! Вот у нас мастер, кузнец, он и сработал. Сдержит корабль. На кое время сдержат, а там пушки начнут палить? С берега в узости по кораблям бить сподручнее. Они нас не видят, а сами как на ладони. Ага. Откуда сие ведомо? С Волги зипуна добывал? Зипуна разбойники добывают, а мы люди тихие, мы Волгу и в глаза не видывали. Мужики, давай! Чего говорил-то Афанасий Петрович? Худо. А чего? Прознал воевода клятый. Как прознал? Похвастал один, что теперь воеводем сдаимся недолго лютовать. Пойдет где в Москву челобитное, где вся правда, как кнутом подписи вынуждали. Чтобы воеводы князя еще на 2 года расхвастались. Я тебя, дурака, предупреждал. Теперь подвесят. Я по гроб правду искать буду. Я перед смертным часом скричу все неправду его, все мерзости. Ну да, и до тебя кричали. Только из-за застенка-то не больно слышно. Где челобит? Надежно, Курков, надежно. Грех утерять ее. Люди подписи кровью ставили, крестики ставили. Я спрашиваю, где спрятано? У Крыкова, Афанасия Петровича. Когда он прочитал, что он сказал? Смеялся. 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 Сказывал, с ними топором надобно, да красным петухом, а не челобитный. Дождешься милости государю, и как кон со света в гробу дождался. О, Господи, что ж делать-то мне, а? Да бежать тебе надобно. Бежать. Оно верно. А пушки как, а? Кто ж делать-то будет? Швед-то уже близко, а? Ой. Как вам